Ну вот, сейчас, в общем-то, начался настоящий выход из сухого отказа от еды, от воды. Я опять взаимодействую с этой прекрасной субстанцией водой. Тело просто как губка впитывает влагу. Теперь я могу пить ее маленькими глоточками и немножечко, может быть, рассказать о том, что происходило в момент так называемого сухого голодания в течение 16 дней. Находясь в этом несухом пространстве. Началось, в принципе, все довольно-таки удачно, успешно. Я перед тем, как всем этим заняться, сделал прахшалану, почистился. Это очень способствует отказу от еды, от воды, когда тело чистое, не зашлакованное. Ну и поскольку я не первый раз всем этим занимаюсь, то тело уже было более-менее отстроено, и шлаков было не особо много. Но, тем не менее, это уже как некий ритуал, как некий символ. Перед началом длительных отказов от еды, от воды я, в общем-то, делаю чисточку. И, может быть, благодаря этому все вот эти так называемые кризисные режимы, первый кризис, второй, они прошли практически незаметно. Да, было немножко повышенное сердцебиение, чувствовалось, что кровь становится гуще, чувствовалось такое, немножко вялость была. Но поскольку в тот момент, когда я отказывался от еды, от воды, был очень сильный снег, сейчас практически его нету, слегка совершенно идет, то приходилось много работать физически. И каждый день я чистил довольно-таки много снега, и чувствовал, что, в общем-то, довольно-таки тяжело это было делать, но тем не менее, без фанатизма почистил, отдохнул, опять почистил. И в таком режиме движения как-то все это происходило. Тем более по утрам и в течение дня я делал пробежечки, старался находиться без одежды, чтобы кожа дышала, впитывала влагу, выводила токсины, если которые остались. Поэтому все было довольно-таки гармонично. Внутри состояние становилось все более тихое, все более спокойное. И поскольку я вел видеодневник, не знаю, насколько успешно он получился, потом под конец мне даже, как-то очень не хотелось общаться даже с видеокамерой, с телефоном. Поэтому в конце я несколько дней уже даже пропускал. Говорить было особо не о чем. Было очень такое ровное, тихое состояние, покоя, внутренней тишины. Вообще, это, конечно, очень красивое состояние. Я им просто, честно говоря, наслаждался. И так постепенно, потихонечку, сначала прошло 2 недели. Я посмотрел, что вроде, в принципе, еще как-то и силы, и желание еще есть. И поэтому я решил пойти дальше. Поскольку у меня был уже опыт 13 дней, то я решил посмотреть, в общем-то, что будет дальше. И так, потихонечку, дойдя до 16 дней, в принципе, я увидел, что можно было, конечно, идти еще дальше. Но, как говорится, все лучшее враг хорошего, и я всегда призываю делать все это постепенно, потихоньку, чтобы не навредить организму, чтобы он все-таки хоть как-то адаптировался, привыкал к измененным состояниям, отказа от еды, от воды или сидения в ледяной воде, чтобы все это происходило постепенно. И поэтому на 16 день, после 16 дня, я начал вечером уже выходить. Стал потихонечку пить воду маленькими глоточками. Это, конечно, очень вкусно, когда ты начинаешь пить эту воду, смаковать, жевать ее. Я тут поставил себе часики, поскольку время в проруби идет совершенно по-другому, чем на улице. И вот уже 5 минут, как я понимаю, проскочило. Вот.
Поэтому весь этот режим отказа от еды и от воды прошел очень неплохо. Но у меня было, конечно, преимущество, что все это происходило на природе. В состоянии уединения я был совершенно один. Один раз ко мне приезжали меня проведать, посмотреть, в каком я состоянии. Вот. Посмотрели, все нормально. Все довольно уехали. Я опять остался один. И, конечно, это очень сильно помогает. Состояние вот этой уединенности, состояние природы, чистого свежего воздуха. И очень важно режим такого молчания, не общения. Ты даже сам с собой уже перестаешь как-то общаться. Ну, все мысли как-то выметаются. И состояние такое становится очень чистое, спокойное, как бы изначальное. И даже если какие-то мысли промелькают или появляются, ты просто их видишь на фоне вот этой чистоты, на фоне этой тишины. Ну вот, был такой опыт, некий эксперимент, некое исследование. И я, в общем-то, очень рад, что я принял в нем участие. И я думаю, что на этом как бы я не остановлюсь, пойду потихонечку и дальше. Ну и, в общем-то, и вас призываю без фанатизма, без каких-то крайностей потихоньку пробовать свои силы. Потому что, конечно, для организма это очень сильная очистительная процедура, когда выходят шлаки. И очень важно, чтобы вы это делали постепенно, поскольку если вы сразу пойдете на длительный срок, то вы можете получить некое отравление организма. И важно, конечно, вот этот фактор временного отрезка, и очень важен фактор выхода из состояния отказа от еды, от воды, чтобы все это было очень постепенно, очень плавно, без каких-то стрессовых ситуаций. Ну, вот, в общем-то, практически и все, что я хотел рассказать. Сейчас мое тело просто, словами это сложно передать, поскольку оно просто впитывает вот эту влагу, как губка. Я просто это ощущаю. Даже это ощущается, в общем-то, на воздухе, когда тело дышит. Она точно так же, как наши легкие, в общем-то, потребляет влагу из воздуха и трансформирует ее. И, в общем-то, ты чувствуешь, что ты можешь пить воду из воздуха неким образом. И вот это состояние трансформации, свободы от еды, от воды, от каких-то температурных, в общем-то, даже факторов, от одежды, от людей, от социума. Вот это состояние полной свободы, оно, конечно, очень удивительное и красивое состояние. И, я, в общем-то, советую вам потихонечку пытаться как-то освобождаться от своих обусловленностей, от своих концепций и проживать новые какие-то состояния, трансформироваться в этих состояниях и идти все глубже и глубже к своему истинному «я», без каких-то рамок, без каких-то ограничений, отпускать все якоря, все привязанности и потихонечку исследовать себя, исследовать свой внутренний мир, физический, и просто наслаждаться этим, быть в этом абсолютно спокойным, тихим, благостным, радостным. Судя по песочным часам, где-то уже около 10 минут я тут нахожусь. Я думаю, этого пока достаточно. В общем-то, всем счастья, всем познания себя, любви, понимания, удачи.